скажете, чемпион? Это микрофон, это не водичка. Это было очень сложно. Я поймал всего 2 волны, меня замывало, сносило. Мне приходилось выйти и бежать. Но я заплыл еще раз и поймал 2-ю волну. За вас, друзья, если бы не ваша поддержка, у меня бы ничего не получилось. Когда Леша зашел в воду, я сразу понял, что этот хит — это то, чего ждали весь год очень многие, сотни болельщиков. И я в том числе. Я залип и потом очнулся, а Леша уже на лайнапе едет по волне. Привет, малышка. Сколько лет? Все болельщики, эти сотни человек, которые ждали целый год этого хита, начинают все очень орать и поддерживать Лешу. Потому что мы его очень любим, Леша. Капец, как волнительно. Хрен, блин, я думал, что так будет. Я нахрен думал, так не будет. Несколько метров он заходит в воду, я снова залип. Очнулся, а он уже едет по волне опять. Я вижу, он начинает делать катбэк, доезжает эту восхитительнейшую волну. И ему дают максимальное количество баллов за этот хит. 77. Никому в этом хите не удалось получить столько. Пошли! Погнали! Я решил участвовать во всем. Ну, соревнованиях. Во всех. Только я участвую, давайте договоримся, а вы поддерживаете, да? Контрольным управлением продолжается работа по выявлению незаконно установленных нестационарных объектов на территории городского округа, в том числе и на Халактырском пляже. В контрольном управлении были проведены мероприятия в отношении нестационарных объектов, владельцы которых в установленное время не подали заявки на заключение договоров, соответственно, не имеющие права размещения этих объектов на территории городского округа. Едем давать интервью СМИ, которые показываются на местных телеканалах. Вот. И нам нужно будет озвучить свою позицию. Я нахожу ситуацию, не только я от лица индустрии в первую очередь вещаю. У нас крупнейший серф-лагерь серфинга в России, серф-лагерь Quicksilver. И мы, честно говоря, всей индустрии встревожены и обеспокоены. Каково же будет будущее серфинга на Камчатке? В настоящий момент у нас уже отсутствует серф-лагерь Locals, его физически нет. У нас отсутствует серф-школа «Волна». Да, это были 2 проекта, которые учили серфингу. И вот мы рискуем войти в сезон с одним лишь серф-лагерем, что было бы разрушительно для всей индустрии. Кадры, когда грузят экскаватором то, что раньше когда-то было серф-школой, в машины ее возят, и выглядит душераздирающе. Я думаю, что кто-то считает, что раз Quicksilver, то это вообще значит какая-то коммерческая компания пришла издалека. Но нет, это вот я, обычный парень со 2-го бугра, с Камчатки, занимаюсь этим проектом. Конечно, мы с нашими партнерами, с правительством города этот момент обсуждаем, находимся в конструктивном диалоге. Надеемся, что серфинг является важным имиджевым составляющим, да и в целом культурным Камчатки, потому что, а где еще серфить, если не на Камчатке и на прекраснейшем Халактырском пляже?
Серферы это мы. Сейчас я подготовлю место, в багажник переложу все. А куда надо ехать? А вон туда. Дело в том, что город все знал, что здесь происходит. Они же сами выбрали ту юридическую базу, по которой здесь это все разрешено делать. Ну вот мы там 8 лет работаем. Не так, что мы тут пираты. У нас же есть тоже и документы, которые выдают. Конструктивный диалог, и русло это позитивное. Вот, и мы надеемся, конечно, что мы успешно переедем. Нам дадут для этого достаточное количество времени. Немногие знают, но порядка 5000 человек уже на настоящий момент ежегодно прилетают на Камчатку, чтобы попробовать серфинг. Они едут сюда не для того, чтобы в городе жить. Это действительно целая индустрия. Столько же посещают, например, долину гейзеров. Вот. И мы надеемся, что эта индустрия на Камчатке будет дальше развиваться, будет появляться больше мест для серфинга, будет появляться больше инфраструктурных мест. Вот так вот. Гидроботинки, гидрошлем, гидроперчатки. Без этого всего камчатский серфинг невозможен. И вы представляете, летом температура воздуха, половина лета примерно. Утром вот ты встаешь, градусов 5 тепла. И вот тебе надо надеть мокрый гидрокостюм, ботинки и пойти серфить в холодный океан. И, конечно, без теплых помещений это, не то что геройство, это какой-то мазохизм. У нас чемпионат России по серфингу проходил здесь. Это вы проводили? Это вы? У нас здесь тренируется единственный, кстати, надо было об этом сказать, единственный член сборной России по серфингу, который сейчас, с Камчатки. Вот Дарья Мавричева, ей 14 лет. Времени у нас нету совсем. Да, я с ней поговорил, она слышит, она все понимает, и, в общем, мои идеи и предложения поддерживают. У нас действительно, как вы говорите, складывается конструктивный диалог, пока я надеюсь, что у вас такого не будет. Я на это и надеюсь. Вы не представляете, какое сильное мы давление испытываю с информационной точки зрения. Хорошо. Спасибо вам за организацию этого процесса. Вон Герда, собака наша. Здесь был модуль краб, там был модуль касатка. Был всплыл. Здесь была душевая. Там были модули. Мы нашли древнюю соломку с бактерским песком. Нас, как исследователей, беспокоит, для чего она могла использоваться. Очевидно, люди песочили свою еду. Локалс не уходит, Локалс остается! К сожалению, нет. Проживание с панорамным видом. Хорошо не с паносраным видом. У меня истерика какая-то. Зачем ты его забираешь? Не знаю. Для истории, наверное. Но если погружаться в негатив, то легче сразу пойти и умереть. Действительно, сжечь весь лагерь и себя заодно.
Поэтому я очень сильно стараюсь искать позитивные вещи. И в первую очередь проникнуться искренней благодарностью за то, что было за эти 8 лет. А эти 8 лет, они, конечно, просто сказочные были, волшебные и невероятные. И то, что удалось за это время сделать, какое создать сообщество, с какими людьми познакомиться, какие провести моменты, это все просто сказка, это мечта. Для любого человека. И я очень рад, что в моей жизни это было. Ну что, как долетели? Отлично, я не почувствовал Чего? полет. Итак, друзья, к нам поступило пополнение. Это команда профессионалов, которые подготовят лагерь к открытию сезона. Это Илья, Сергей и Александр. Они готовы. Ребята, вы готовы? Да. Вот такой непостановочный обычный кадр. Там на Халактырском пляже огромные перемены. И нас должны были вообще в этом году еще убрать. Но мы договорились, что это последний сезон. И после него мы переезжаем. Ну, то есть тоже на Халактырский пляж, но в специальную зону, которую они отвели под туризм. Привет. Настя, знакомься, это Илья. Привет. Илья, это Настя. Привет, Илья, здорово. Ой, очень рада вас видеть. Спасибо. Привет, привет, здрасте, всем привет. Я Лера. Я Ваня. Вадим. Очень приятно. Привет, Ваня. Саша. Как так случилось? Так и познакомился с океаном. Он неожиданно напал на меня и сзади. Меня все приглашали сюда, но у меня не было времени. У меня были свои суетные дела. Но я понял, что пора с ними заканчивать и приниматься за что-то серьезное. За что-то более ценное, чем просто зарабатывать деньги на жизнь. Ну, надеюсь, что я отдохну от большого города. И с новыми силами приеду что-то делать. А может, уже не приеду. И это сапоги старшего техника. Освещаем. И вот носки старшего техника. Зачем можно назвать, наверное, очень много причин. Работа, друзья, не знаю, классное лето, но на самом деле, мне кажется, я лечу сюда за какой-то такой природой, нетронутой, первозданной, которая дает тебе очень много сил. Вот я забыла это чувство, когда ты стоишь рядом с Тихим океаном, и тебя просто, не знаю, тебя наполняет вот этой энергией, ты слушаешь этот шум, соленый воздух. Мне кажется, что я такого нигде никогда не чувствовала, хотя много где бывала. Есть такой ритуал, ну, как мне кажется, что нужно, когда прилетаешь, идти к океану в одиночку, чтобы поздороваться с ним. Поздороваться с ним один на один, как с близким другом. Никого с собой не брать. И попросить у него что-то. Только что-то одно. Что-то одно и очень заветное. И он исполнит, скорее всего. Мы перевозим флаги с нашего старого места на новое. Поедешь в кузове? Это маленький шажок для человечества. Что еще сказать?
Сегодня мы наконец-таки на нашем новом участке установили первое подтверждение, что здесь что-то будет. В качестве подтверждения мы выбрали 2 флага и указатель. Такая наша входная группа. Сейчас мы находимся на этапе разработки проекта. И вот здесь, вот на этой земле нетронутой, отсюда и вот оттуда немножко, чуть-чуть раскинется новый серф-лагерь. Серф-лагерь будет называться Quicksilver. Ну, конечно, для нас это совершенно новый проект. Но вот здесь, мне кажется, середина лагеря, середина участка как раз хорошо бы подошла для вот такой зоны костровища. Вот здесь у нас, я так представляю, что примерно вот здесь будет стена, которая потом будет превращаться в настил высотой вот по эти борта. И там будет зона стафа, волонтеров, склады, техническая зона. Вот. И, собственно, здесь будет лесенка вот так наверх, поднимаешься. У нас будут модульные домики вот так стоять. Четко с видом на рассвет. И вот здесь на краю будут геокупола стоять. Четко. Просто четко будут стоять. Вот там, где сейчас находится дорога, наверняка будет дорожка, вот, которая будет уходить в зону серф-школы, которая будет как бы встречать каждого, кто попадает в лагерь. Именно зоной серф-школы мы хотим сделать входную зону. Но это логично, у нас же серф-лагерь. К нам идет господин из Росрыболовства. Ну ладно, заканчиваем интервью. Сейчас нас повяжут. Мы, конечно, обязательно все это будем делать. Я уже узнавал расценки, сколько там стоит сделать это. Вот красим. Видите, берем и красим. Вот здесь красим, здесь красим. Все, я на ютубе смотрю на ютубе ролики и делаю как там. Потому что там все правильно делают. Вот так. Вот так. Вот И так. все, да. И получается раньше было 2 доски. Я не буду делать ничего. Завтра приеду и У сделаю. нас времени нет, солнечных дней мало. Там Завтра я опять приеду. будет Завтра я приеду в 6 и сделаю до обеда. У нас последние дни перед подготовкой. Завтра прилетает Педро Барбуда, тренер сборной России, на полмесяца практически к нам. Я очень волнуюсь, не сплю последние дни. А вон лагерь как выглядит пока что. Посмотри, покажите. Волнительно. Но помните, вы это строили? Жесть же была. Ну, а сейчас как? Да, сейчас лучше, чего вы. Нормально? Хорошо. Сними, чтобы вот записать на камеру. Все нормально. Сегодня у нас выходной на Камчатке. Я приехал на океан. Хочу посерфить, но что-то подувает ветерок. И волны, ветер еще гроз, поэтому... Нет! Неудобно будет! Надо установить новый Wi-Fi. Как старый отвалился сразу. Все как в жизни. Ну, с 7 числа начнется уже прям
все по-серьезки, а пока надо достроить лагерь, это очень сильно важно. Последний сезон войти во всеоружие. Да? Да! С завтрашнего дня начинается обучение. К нам приехал Педро Барбуда, вы знаете? Это один из лучших серф-тренеров мира. У него 3-я категория, это наивысшая категория, какая только может быть у серф-тренеров. И один из лучших серф-тренеров в мире будет обучать наших инструкторов, как обучать. Это ли не, круто? По поводу того, что спросила Яна, чем я занимаюсь в обычной жизни. Это моя жизнь. Я только этим и занимаюсь. Когда я не занимаюсь этим, я играю в фифу иногда. Но хорошо, в общем, я еще раз хочу сказать вам всем спасибо, что вы в этом участвуете. Это действительно, исторический для нас момент. Рад, что вы к нему присоединились. Очень рад с вами со всеми взаимодействовать. Все супер. Надеюсь, у нас классно и здорово пройдет этот последний сезон. Мы добавили очень много нового. Ну что ты скажешь по поводу гирлянды? Мне кажется, не такой кринж. Let's go. Не надо сейчас открывать. Мы идем туда. Мы сообщаем о завершении нашего с вами обучения. Это были замечательные 6 дней очень интенсивной работы, мыслительной, запоминательной, физической, у кого-то физической, да. Я еще раз хочу подчеркнуть, что для нас это огромная честь и огромная гордость. И это просто исполнение мечты, что тренер такого уровня добрался до нас, и здесь у нас проводится такое крутое обучение. Самый молодой из нас Мавричев Сергей Викторович. Small big man. И, я очень вдохновлен этим событием и счастлив. Спасибо вам большое. I would like to make a toast and wish an amazing, happy, positive season, 4 months here in Kamchatka camp for everybody, for managers, for staff, for coaches, for students, for media, whatever. 4 happy moments, months here in Kamchatka. Thank you so much. All the best for everybody. I'm here. услышать, как ты кричал, и отвернуться от тебя, от тебя. Бухте Саницкого.
ребята, волны только наши, вы представляете? Это же так же думал, что все это навсегда. Это же так же спрашивал у самого себя. Как ты можешь жить так? Может хватит быть как все, кто отговаривал тебя. Дома снова увидеть, как ты упал. Снова услышать, как ты кричал. И развернуться от тебя. Это точно лучшие волны в России, которые я видел. И водопады, и снег, и все в зелени, и цвет воды. Это просто... Это невероятно. Ради этого стоит заниматься серфингом. Доброе утро. С каких-то пор я начал приходить на океан и не смотреть на волны. Это старость. Рассвет такой красивый, как будто вам искать что-то умное. Истинная жизнь номер один. Сережа. Их нет. 2024 сезон был последним, поэтому решили сделать волонтерский заезд. Написали всем волонтерам со всех годов: приезжайте неделю, тусим в лагере, развлекаемся, уроки серфинга, питание. Все как обычно, но для волонтеров, бесплатно. Я буду грустить, вы не грустите, пожалуйста. Надеюсь, эти 5-6 дней пройдет классно. Я вообще всем очень сильно благодарен. Тем, кто был на самом старте проекта, потому что без этих людей вообще проект бы существовать не мог. Надеюсь, что-то вы тоже полезное для себя находили здесь. Еще раз всем спасибо и класс, добро пожаловать, ребят! Ты ведь учил Серегу кататься? Я? Было дело, конечно. Помню Серегу еще вот таким вот. Когда он пришел и не хотел заходить в воду, приходилось его уговаривать. Это было действительно так. Дашка, его сестра, уже давно каталась. А Серега такой: да какой там серфинг? У меня есть горные лыжи. Серфинг мне не нужен нафиг. Вот. И как-то подошла ко мне мама и говорит: слушай, ну поговори по-серьезки с Серегой. О, Серег, ты тут, что ли? Петя говорит все правду, я сам помню, это отлично. Да, ну и Серега, как только зашел в воду, он понял, что серфинг это его. И поставил в угол горные лыжи. И стал проводить много времени здесь, в океане. Теперь он, что, наша гордость. Вот такие дела. 11, 12, 13, 14! 14 котов! Откуда они взялись? Реально все это время не катались? Да. Ну, 3 дня все это время. 3 урока. Сейчас в лагере Quicksilver, где я провел последние 4 года летних каникул. Тут котельня, в которой я много грелся, когда мне было холодно, сушился. Сегодня тоже я там был. Вот этот скейт, на нем я катался еще в 2020 году. Он до сих пор живой, до сих пор рабочий. Круто катится по рампе. Все года, все лето я жил вот здесь, в палатке своей. После волонтерского заезда я еще тут буду неделю помогать все сворачивать. Точно так же, как собирал. Только уже
Сегодня тот самый день, когда я уезжаю с Камчатки, поэтому мы сейчас идем заниматься финальным серфингом камчатского сезона, ловить все волны, какие возможно, прощаться с Тихим, чтобы вернуться к нему в следующем году. Пока. Спасибо тебе большое за пройки, которые ты проводил. Это было Чего увидеть? Пока. Все, ты полетела? Да, Всё, хорошей жду. каталки. Пока-пока. Можно встретимся в Москве? Конечно. Я буду болеть за тебя, да. Вчера начали уезжать первые участники волонтерского заезда. Хватит с ним общаться, пойдем серфить. Сегодня они продолжают уезжать. И значит, что мы начинаем разборку лагеря, подготовку его. Серег, или направо, туда, смотри. Закончился сезон 2024 в серф-лагере «Квиксилвер». Он был последний. И мы приступили к разбору нашего лагеря. Я не думал, что это будет происходить так быстро, но вот буквально за пару дней практически разобрали все настилы, где стояли типи. Мне кажется, мы справимся очень быстро. И от этого как-то даже еще грустнее становится. Сегодня 25 октября, мы уже практически месяц разбираем лагерь. Очень много времени ушло на то, чтобы убрать все настилы и все деревянные строения, ну как, все деревянные объекты. Но мы движемся уже к финальной точке, когда нужно будет все перевозить. И это, наверное, будет самое эмоционально тяжелое время. Когда все вот эти, все там объекты, раздевалки, прокат, кухня, все это начнут поднимать, ставить на машины, возить, и останется голое поле. Я не знаю, что со мной будет. Вот там разбирали самый первый настил, который мы построили под типи, и там у основания лежат огромные такие бруски, которые я вспомнил, как мы ездили по всяким разборкам домов и собирали там чуть ли, не бесплатно забирали, искали это все. Очень помню, было проникновенно и грустно, когда начали разбирать центральный настил. Я помню, как мы его строили в 2021 году, не успевая вообще в сроки. Мы должны были начать сезон 1 июня, к нам летели гости 1 июня. И в итоге мы в лагерь смогли поселить только 13-го. Достраивали вот этот настил огромный. В 2 часа должны были приехать первые гости, а мы утром на этом настиле, у нас стояли там козлы, стоял этот станок лесопильный, и мы там что-то еще пилили, стружки летели. Возле нас теперь песочники, которые добывают песок. Вон, кстати, КамАЗ едет за этой домничей. Вот, и мы рискуем потерять одну из важных ценностей. Как ее реализовать на новом месте? Ну, есть определенные мысли, но опять же, в этом месте живут переживания определенные. А в остальном-то как будто бы и все уже. И надо поднимать и увозить, все отрубать. Сегодня же выходной. Да. Круто. Еда это для вредных. Еда это водка, пища духовная. Водка для души твоей, Люка. Да какая разница, есть океан.
Есть такая четкая уверенность, что нельзя от этого бежать, нельзя скрываться, надо это пережить. Надо это принять, пережить, и как будто это закалит и сделает сильнее. Я не знаю, как эти чувства описать. С одной стороны, кто-то может подумать, да что такого? Ну, вы же переезжаете рядом. Но это 100% большой эмоциональный стресс. Это 100% кризис. Когда то, что ты строил, то, во что ты вкладывал, и это все никогда не было просто бизнес-проектом. А намного больше. Это все вот надо разобрать. Это невозможно почувствовать, если ты это не переживаешь. Но я думаю, что вот следующий эмоциональный рубеж сложный будет, когда мы начнем увозить конкретно все объекты, и там будет оставаться чистая боль. Это, конечно, я не знаю, что я, наверное, поселюсь на пляже на несколько дней в палатке и буду просто грустить целыми днями ходить. Сегодня с утра у меня было несколько встреч. Ну и, короче, выяснилось, что добыча песка на новом участке никуда не денется. И новую дорогу тоже делать не собираются. Получается, мы переезжаем в никуда. Новый участок нам просто не подходит. Неплохой вид для конца рабочего дня. За полгода на Камчатке для меня это уже обычный вид для конца рабочего дня, и для начала рабочего дня, и для всего рабочего дня. Просто океан, ничего необычного. Просто стоишь, смотришь. Скажи это через полгода. Сейчас. Полгода отсутствия? Да. Вот. Че, а какой скоро будет обычный вид? Здравствуйте, пятиэтажки. Сугробы. Пробки. Давки в метро. Обычный вид. Грустно. Это 2012 год, мне 20 лет, и я не могу поверить, что я оказался на Бали и попробовал серфинг. В конце 2017 года я точно понял, что я не буду работать на работе. И будь что будет, я буду каким-то образом связан с серфингом, продаю машину, я сдаю свою квартиру и улетаю на Бали без обратного билета поближе к серфингу. Июня 2017 год, первый урок. Вот, кстати, лагерь вот так выглядел в первый день. А сзади туалет. Это дом, инструктор и доска. Мы начинаем стройку. Значит, Я еще не привык. Мы начинаем стройку. Без вас стройка не будет. Бабочки сами прилетят на этот сад. Но даже если бабочки не прилетят, у тебя все равно останется красивый сад. И вот это мне очень близко.
не смогу больше. Не сможешь... в смысле? Знаешь, когда типа там в детстве плитку горячую потрогал, и потом все. Уже не трогаешь. Это горячо. Надо быть идиотом. Надо быть идиотом. Надо быть безмозглым идиотом, чтобы тебе по рукам надавали и... И у меня не было никогда вопроса. Вот там люди, я встречаю иногда людей, они думают, ну я не знаю, я попробую. Я попробую серфинг, я не знаю, понравится мне или не понравится. У меня не было такого вопроса, я знал, что мне это супер понравится. Спасибо вам и поздравляю вас с тем, что вы попали в самое пекло этого исторического сезона. Пережили его и не только, а еще и участвовали в разборе лагеря. Как много людей участвовали в сборе лагеря каждый сезон в начале лета. Но как мало людей участвовало в разборе лагеря в конце сезона этого лета. Потому что сборов было много, а разбор... Я искренне надеюсь, что разбор один-единственный. Больше разборов не будет. Спасибо вам, что разделили со мной эту некоторую грусть. Но в этом смысл жизни, что все однажды заканчивается. И хорошее, и плохое. И это просто необходимо, чтобы началось что-то новое. Увидимся, когда увидимся. Понял, спасибо тебе за сезон. Привет, спасибо. Увидимся, когда увидимся. Может быть, завтра в аэропорту. Все, ребята. Тогда. Я там не говорю.
Ну что ты все снимаешь? Вот они, эти контейнеры. Это и есть лагерь. Прямо вот здесь располагается компания по добыче песка. Сейчас никого нету, но обычно там стоит огромный экскаватор, очень шумный. И вереница КАМАЗов вот так выстраивается. А дорога у них одна, вот она как раз вокруг лагеря проходит. И они ездят груженые, шумные, пыльные. Ну, я не представляю, как люди здесь могут вообще находиться. Или как это вообще можно называть отдыхом. Ну и получается, что этот участок нам не подходит. А мы сюда уже пол-лагеря перевезли. Видимо, нас ждет еще один переезд. Ну ничего, что надеюсь, мы найдем место еще лучше. И сделаем лагерь еще лучше. Как говорится, медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И пускай нам прошлого немного жаль, лучше, конечно, впереди.